Приветствую, уважаемые гости и подписчики канала. Мир пернатых птиц довольно разнообразен. В нем встречаются как и крупные виды, так и крохи, весом всего несколько граммов. Колибри пчелки, которые собирают нектар, это далеко не единственные мелкие птицы. В рейтинге самых маленьких птиц в мире есть представители фауны разных широт и частей света. Все они заслуживают внимания и восхищения. На 10-м месте располагается рогатый колибри. Самые крупные представители рогатых колибри не более 12 см от клюва до кончика хвоста. Рога из ярких перьев бывают только у самцов. Одни из самых мелких птиц в мире незаметны в листве из-за желто-зеленого оперения. Белое брюшко, темная манишка, заостренный хвост – это особенности вида, встречающегося только в нескольких странах Южной Америки – Боливии, Бразилии и Суримане. Эти птицы работают крыльями с невероятной скоростью до 90 взмахов за секунду, развивая скорость до 100 км в час. А также умеют замирать на лету, двигаться вбок, назад, не меняя положение тела. Живут небольшими стайками, питаются нектаром и мелкими насекомыми. 9 место – корольковый вьюрок. Эта пестрая маленькая птица с красным пятнышком на голове вырастает до 11-12 см длиной. Этих родственников канареечных вьюрков ценят за способность размножаться в неволе. В природе они устраивают гнездовья на высоте до 2000 метров над уровнем моря, в скалах или на высоких хвойных деревьях. Обитают пернатые в высокогорных зарослях в горах Малой Азии, Кавказа, Ирана, окраин Тибета, юга Казахстана и Средней Азии. В поисках пропитания они нередко совершают перелеты совместно с чижами и чучетками. 8 место – банановый певун. Банановый певун – символ Виргинских островов в США. Длина этой мелкой птицы всего 11 см. Эти птицы из отряда воробьинообразных любят сладкое, высасывают нектар из цветов, а сок из мягких плодов и ягод. За это пристрастие получили прозвище «сахарные птички». Нередко разнообразят рацион насекомыми и паукообразными. Обитают эти маленькие птицы в тропических зарослях Южной и Центральной Америки. Характерный окрас – желтое брюшко и светлые полоски по бокам серой головки. Гнездо у бананового певуна сферической или эллипсоидной формы с нижним боковым входом. Домику из сухих листьев и травинок не страшен дождь. 7 место – веерохвостая цистикола. Веерохвостая цистикола не вырастает длиннее 10 см, что делает ее одной из самых маленьких птиц в мире. По окраске напоминает обычного воробья, забрызганного оранжевой краской. На лету птица веером раскрывает хвост, умеет пикировать, при посадке на землю или травинке часто нахохливается, превращаясь в круглый комочек. Питается пауками и насекомыми, поэтому предпочитает жить у водоемов вблизи сельскохозяйственных угодий. 6 место – зеленая пеночка. Зеленая пеночка размером со спичечный коробок, ее длина всего 10 см, а вес этой птицы не более 6 граммов. Самцы и самки практически неразличимые. Эти перелетные маленькие птицы оливковой окраски в мае обживают горные леса средних широт, а на зиму улетают в Индию. Питаются насекомыми, пауками, мелкими моллюсками. Устраивают гнезда в дуплах, расщелинах и брошенных норах. Это пугливые птицы. Они плохо приживаются в неволе, предпочитают держаться парами, а не в стае. Сбиваются вместе только перед сезонным перелетом. Самец радует звонким пением с мая до конца июля, а самка молчалива, редко издает звуки. 5 место – крапивник. Крапивник в 2 раза меньше домашних воробьев, вырастает длиной до 9 см и весом не больше 12 граммов. Единственный представитель семейства. Самцы поют подобно кенарам в широком звуковом диапазоне, а самки издают громкие однообразные трели. Эти мягкие комочки обитают в средних широтах Америки, Евразии и Северной Африки. Отличительная особенность птичек – торчащий вверх небольшой хвост. Он не меняет положение при суетливых движениях пернатых. Днем маленькие птицы предпочитают держаться в одиночку или парами, а на ночь устраиваются группами у корней деревьев, согревая друг друга. Питаются птицы насекомыми, паукообразными и беспозвоночными, а в холодное время года переходят на растительный корм, семена травы, деревьев и ягоды. 4 место – корольки. Корольки
одни из самых маленьких птиц на планете, вырастают длиной до 9 см и весят не больше 7 граммов. Этих подвижных и прожорливых птичек из семейства воробьиных называют северными колибри. Пестрые, с ярко-желтым хохолком, они постоянно ищут насекомых, в день съедая по 4 грамма. Гнездятся корольки в хвойных лесах, преимущественно на елях. В холодное время года питаются семенами и падалью. Также прибиваются к стаям синиц, с ними вместе устраивают совместный обогрев в укрытиях. Из северных районов осенью птички перелетают в южные, где нет сильных морозов. Хорошо адаптируются к условиям города, осваивают кормушки. Третье место. Охристый колибри. 8-сантиметровый охристый колибри – единственный подвид мелких стрижеобразных птиц, обитающих в субтропиках России, Краснодарском крае. Пернатые предпочитают североамериканский континент, на зимовку улетают в Мексику. Вес желтовато-красной птички не больше 4 граммов. Лапки у птицы слабые, она не умеет прыгать. Крылья раскладываются в одну плоскость, позволяя свободно маневрировать в воздухе в любом направлении. Во время спаривания эти маленькие птицы становятся агрессивными. Самка строит яйцеобразное гнездо, откладывает не больше 2 яиц. Второе место среди самых маленьких птиц в мире занимает короткоклювка, длиной не более 8 см и весом до 6 граммов. Это редко встречающийся вид семейства воробьиных, обитает в кронах эвкалиптовых деревьев в лесах австралийского континента. Мелких птиц с желтоватым оперением и светлой обводкой радужки также называют певчими шипоклювиками. В период гнездования самцы издают переливные трели. Самки молча принимают ухаживание, кормятся тлями, мелкими клещами и паучками, живут стаями. Первое место. Самая маленькая птица в мире – колибри-пчелка, вырастает до 5 см и весит от 1,5 до 2 граммов. Обитает на Кубе в тропических лесах, ведет уединенный образ жизни, питается нектаром 15 видов медоносов. За сутки облетает до 1500 бутонов, находясь в воздухе до 20 часов в сутки. Максимальная скорость птицы – около 50 км в час. Маленькая птичка умеет зависать в воздухе на время высасывания нектара. Работающие крылья издают жужжание, похожее на пчелиное. В период спаривания у самцов голова и манишка окрашиваются в розовый цвет. В воспитании птенцов они участия не принимают. Надеюсь, это видео вам понравилось. Если это так, то прошу подписаться на канал, если вы это еще не сделали, нажать на колокольчик и приходить снова смотреть новые видео. Всего вам доброго, до свидания.